В октябре 2024 года доктор остеопатии Тодд Капистран, инструктор и экс-президент Американской ассоциации ФДМ-терапевтов, никогда не контактировавший с доктором Типальдесом, опубликовал фрагмент электронного письма доктора Стивена Типальдеса, датированного 29 июня 1999 года и озаглавленном «История ортопатии». Приведу его краткое содержание. Доктор Типальдес пишет, что поскольку разработанный им терапевтический подход обладает более выраженной анатомической направленностью и включает более агрессивные манипуляции, он выходит за рамки традиционного понимания остеопатии. И это создает трудности при его представлении пациентам и коллегам. Поэтому в 1996 году он принял решение дать своему методу собственное оригинальное название – ортопатия. Этот термин был им синтезирован из двух слов «ортопедис» и «остеопатия». Буквально означает лечение заболеваний ортопедического профиля остеопатическими, то есть мануальными техниками, исходя из модели фасциальных дисторсий. Доктор Типальдес подчеркивает, что ФДМ – это больше, чем набор мягкотканных и суставных мануальных техник, что она открывает новые горизонты терапии и хирургии. Он рассказывает, что на формировании модели фасциальных дисторсий оказали влияние анатомические исследования и его работа в отделении неотложной помощи, где ортопатическое лечение позволяло продемонстрировать грандиозные результаты, но каждый раз прибегая к нему, он шел на риск быть уволенным и стать объектом насмешек со стороны коллег. И о том, что курсанты приглашают на его семинары на лечение пациентов, которым они не смогли помочь сами, чтобы он показал и доказал эффективность работы по модели фасциальных дисторсий на практике. Далее доктор Типальдес говорит, что в Японии в текущий момент над обоснованием ортопатического подхода работают анатомы, хирурги и специалисты по функциональной диагностике. В финале он заявляет, что популяризация модели фасциальных дисторсий и преподавание ортопатического подхода является для него тяжелым финансовым бременем, так как в течение 5 лет работы в отделении неотложной помощи его инновационное лечение не приносило ему никакого дополнительного дохода, а выручка от семинаров значительно ниже, чем от лечебной работы. А также, что издание печатных материалов убыточно, но он считает, что клинические успехи ему дороже денег.